Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Водолей. Второй прогноз. Знаки судьбы. События до конца января 2026 года. Как меняется ваша реальность и с чем? Или с кем это будет связано? А вообще ваша планета-управитель Уран в ретро-движении. И поэтому такой срок видео имеет до конца января. Ретро-Уран. И он будет находиться с 9 ноября, то есть буквально вот прямо сейчас, в зависимости от того, когда вы открыли это видео в ретро-движении. И ретро – это всегда какое-то дежавю, это какое-то повторение. И я должна сказать, возвращается это последний заход в знак зодиака Телец. И все то, что касается нашего благополучия, финансов, контактов, то, что, как обустройство нашей жизни, какая-то платформа жизненная, это все знаменует Телец. И что-то подобное, поскольку ретро, и причем 2 раза ретро за достаточно короткий период, открутите киноленту собственной судьбы немножко назад. И то, чем вам приходилось заниматься, ваши мысли, то, что вы хотели осуществить, какие-то контакты, может быть, те же самые люди или схожие ситуации. Кульминация, которая была в ноябре-декабре 2024 и январь 2025, она может отдаленно напоминать вот этот период. И чем-то, может быть, и приходится нам разобраться. Словом, давайте узнаем, куда вас заведет судьба, мои дорогие. Знаки судьбы как подсказки. Что нужно знать, что важно услышать, принять во внимание. И возможно, придется принимать важные решения, особенно вам, тут, если мы уже не про карты, именно про планетарные транзиты. В жизни личной и в работе важно все, чтобы жизнь пошла с правильной ноги. Могут быть для вас неожиданные повороты. Вот уже когда окончательно Уран поселится в знаке зодиака Близнецы, а это произойдет с 26 апреля 2026 года, может быть, там уже траектория, она так будет более очевидна. Хотя у нас впереди год огненной лошади. Это совсем не про спокойствие, поэтому где-то метаморфозом жизни нужно быть готовым. Что вы вычеркнули из жизни, а оно вернется. Раз уж у нас такой расклад в ретро получается. Вторая карта. В чем вы поставили точку? Не точка. Вышла запятая или многоточие. И так что же прояснится? Информация, правда какая-то откроется. И 3 знака судьбы. Куда вас заведет судьба? Это как энергии на этот период. Вторую карту сейчас захотелось мне перемешать. Что вам хотят передать высшие силы? Что нужно услышать, принять во внимание? В расчет, может быть, и так. И 3 знак судьбы. Какие возможности перед вами открываются? Так что ж вы там вычеркнули? Ух ты. Вы как-то так представляли, это явно не вычеркнули. Для людей семейных, может быть, это вам казалось, что вы, допустим, какой-то вопрос стабилизировались, в чем-то вы разобрались. Ну, значит, тут или обстоятельства будут влиять на вас, либо я должна еще и сказать такой момент, мои дорогие. Вот этот транзит Урана, ретро, для чего вот ретро и как бы вернулся Уран в знак зодиака Телец? Для того, чтобы знаком зодиака стихии земли и воды, как дать возможность вот те вопросы, которые у них прежде не получалось решить, как вот именно дать какую-то большую возможность благополучия или обустроить свою жизнь, если прежде там постоянные какие-то проблемы, метаморфозы происходили. То есть порядок, по сути дела, организовать свою жизнь как-то по-новому. И если в вашем окружении ваши близкие, ваши родственники принадлежат либо по знаку зодиака к стихии земли или воды, то у них происходят какие-то метаморфозы. И пусть это не вы инициируете, но в жизни ваших близких могут происходить какие-то изменения, перемены, смена планов, какая-то конфигурация другая. И это будет оказывать влияние на вас. В правом верхнем углу знак рыб. Причем знак рыб, обратите внимание, 2 рыбы, плывущие в разные стороны. И я вам скажу, перемещения, путешествия, какие-то поездки, может быть, это по работе просто мелкие перемещения, не куда-то там далеко, у кого-то и более глобально. И главное желание, знак Марса, то есть уже готовность как-то действовать. Вот
У кого-то переезд может быть с семьей, может быть, это по работе именно вашего супруга или вашего партнера, или когда съезжается семья, да, все вместе в сборе, или наоборот, дети выросли, разъезжаются. Ну, мы же все разные. Знак зодиака не расскажет о личной истории каждого из вас. У каждого тут свои предпочтения, но вот в центре личная жизнь и, по сути это дело, финансы или благополучие. Деньги – один из способов взаимодействия с миром, и, видимо, самое вот активное влияние они тоже будут на вас оказывать. Вот знаете, есть какие-то повороты в вашей судьбе, и в зависимости от того, что происходит вокруг или в жизни, опять же, ваших домочадцев, близких, ну или ваши планы как-то с этим пересекаются, вы будете искать способы для новой реализации. Есть все равно что-то новое, безусловно, со вкусом свободы, что уже присутствует в вашей жизни, но это что-то очень доброе, что нельзя растерять, мои дорогие. Вот это точно. Может быть, тут и были какие-то неожиданности. Вот посмотрите, в чем-то вы поставили точку, а потом пожалели. Или пожалели, что куда-то потратили время. А тут вот нет, может быть, кто-то помириться может, вот вполне вероятно. Тут мы могли себе что-то надумать по 5 кубков, с учетом 10 кубков впереди. Что это такое? Победа? Мы могли себе какую-то победу уже раньше прогнозировать, но она раньше не осуществилась. Она и придет, но в другом ключе. Вам действительно приходится перестраиваться, мои дорогие. Может быть, это и вопросы, которые касаются работы. Даже если это вынужденный какой-то переезд, предположим, да, который именно инициирован внешними событиями. Или меня смотрят люди из разных стран – событиями непреодолимой силы, или, ну, еще как реструктуризация вашей организации, предприятия, релокация офиса, у кого что. Вот есть тут все-таки элемент перемещения с учетом всего, что у нас выпало, и планетарных транзитов, но для вас это тот успех, который вы, возможно, будете остраивать в новом месте, с новыми реалиями, с новыми контактами, кстати, но это ведь карта победителя, поэтому в чем-то был проигрыш, а теперь вы можете получить победу. Так а что же прояснится? Трансформация сама по себе. Да, тут сила желаний присутствует. И неоднозначная такая карта башня. С одной стороны, она будет говорить о том, что что-то завершается. Уже прежнего порядка точно не будет. И поэтому для нас очень важно, ну, быть реалистами, понимать, что в наших силах изменить, ну, а что, увы, уже и не в наших. Может быть, и придется, мои дорогие, договариваться. Я такое вполне могу себе определить, но, знаете, тут еще где-то карта будет говорить, конкретная карта. Она вот содержит не только знак Марса, а в правом верхнем углу это буква иврита, которая означает П, род. Что мы говорим буквально? Что вы транслируете? Как вы себя позиционируете? Во что вы включитесь? Какие соглашения, договоры вы подтвердите? И ведь аркан башня – это какая-то структура, это мироуклад, это какой-то порядок. Вот тут что-то будет точно меняться. Внешние события, повторюсь, воздействуют на вас, принимают или заставляют принять новые правила игры, новые правила реальности, мои дорогие. Но я говорила, неоднозначная карта. Ведь прообраз башни – тюрьма. Мы прежде не могли что-то осуществить, мы и получали эти разочарования. Потом мы адаптировались к этому и даже успели привыкнуть. И вот теперь от попадания молнии, ну или иносказательно это может быть как быстрая какая-то скорая новость. И на завтра ее нельзя отложить, нужно понимать, что я буду делать именно прямо сейчас. Вот ваши какие-то действия, которые нужно, может быть, даже за короткий срок, как и проанализировать, найти достоверную информацию, как вы будете действовать. Но часто эта карта говорит, ну, тебе в раскачку что-то делать не получится. И, может быть, от чего вызвана эта трансформация или какая-то невозможность продолжать по-старому. Что прояснится. Вы знаете, тут у кого-то могла быть и вообще такая ситуация, правда, ссора. Вот конкретно ссора или отношения даже в паре, которые шли к расставанию. Может быть,
Кто-то даже успел расстаться, потому что не сумели договориться. А тут-то вот наоборот что-то складывается для вас в плюс. Да, дипломатом быть придется, потому что если мы будем настаивать на той правде, в которой есть в нашем понимании, ну, это явно не про дипломатию будет. Тогда у нас есть риск, наоборот, все разрушить. А у вас в любовь выпадает, мои дорогие, что прояснится, какая правда откроется. Мы можем даже понять, что мы в чем-то заблуждались. Или мы сделали какую-то ошибку. И здесь кто как, но кто-то, я могу допустить, будет возвращать какие-то отношения. Или наоборот, может быть, человек пытается в вашу жизнь вернуться, и вы как-то будете пытаться, тоже выстроить взаимопонимание в новом ключе. Нам карта однозначно говорит о том, что, наверное, дела личной жизни, они не на последнем месте. От этого складывается ваше благополучие. И тут проясняется, может быть, это как два совершенно разных направления. И вопросы личной жизни проясняются, но и как будто структура какая-то будет меняться. Возможно, это просто по работе. Меняются руководители, как мы говорим. Новая метла по-новому метет. Новые правила уже. Какие-то новые вам диктуют жизнь, графики работы, жизни, отдыха. Что-то перепланировать, потому что как прежде не будет. И тут будет что-то отстроено совершенно заново. Уран, мы знаем, что Уран, он любит какие-то трансформации запускать, но всегда это нам во благо. Но прежде чем мы это благо увидим, он как будто сносит все до руин, мои дорогие. Ну вот где-то башня, вот она об этом. Но будьте внимательны к тому, что вы транслируете. Может быть, вам придется какой-то почетный компромисс, мои дорогие, заключать. Какие-то важные разговоры, переговоры. Мы опять же, да, возвращаемся к букве «П». Вам придется в каком-то таком миролюбивом формате, договариваться именно. Может быть, это будет отчасти и какие-то бумаги, вот победа, да, но она какая-то видоизмененная. Поэтому будьте гибче, будьте мудрее. Вот возможности, они к вам идут. Даже там, где прежде, было даже какое-то фиаско и сожаление. Ладно. Куда же вас заведет судьба, мои дорогие? Ух ты, тут заведет, так заведет судьба. А новый мироуклад, миропорядок, новая система. Император – это про систему, про власть. И не случайно в левом углу, да, если тут у нас Марс, как раз соответствует карте башни, а здесь Овен. И планета-управитель – это Марс, Овна. Но это сила. Это сила физическая, сила желаний, но тут не совсем нам про силу говорят. Обратите внимание. Опять же, в правом верхнем углу буква иврита «хе», она обозначает окно. Вот представьте вы какую-то свою мечту или желание. Видели вот как в пространстве, да? Или в обозримом пространстве, что вот это может быть. А теперь вы это видите как-то конкретно, словно из окна. И Чаромаркетти так и изобразил, как бы не случайно все эти знаки, показанные нам, вы видите из окна. То есть вы уже понимаете, для ваших желаний сейчас есть определенные рамки. Вот именно рама окна, если можно так иносказательно выразиться, есть как бы и в горизонтали, есть и в вертикали. И это не что иное, император. Это как система или рамки возможного. И вот вам для того, чтобы достичь этой мечты, вам нужно ее вписать вот в эти рамки. Поэтому будьте гибкими императорами. Вас ведет к достижениям ваша судьба, мои дорогие, к смене статуса, к новым возможностям, к вашей популярности, к вашему влиянию. Но это требует от вас гибкости и интеллекта. Да, сил на все хватит, но все же знак Овна может говорить о том, что так же, как, собственно, и знак Марса, что, знаете, по Марсу ведь это такая энергия может быть, когда, как невидимая сила нас в спину толкает и как будто, давай быстрее, ускоряет нас. Тут нет. Добрые дела наспех не делаются. Расчетливость какая-то. Но это не имеется в виду, хитрость до обмана. Нет, себе не навредить, потому что на кону у вас что-то очень важное. Что вам хотят передать высшие силы? Ты как выбор делаешь. Марс и Овен.
Вот все то, что я сказала. И это где-то на уровне выбора. Мы не можем уже оставить что-то без внимания. Даже если бы вы махнули на что-то рукой и согласились. Но нет, тут реальность меняется внешняя и заставляет вас, правда, корректировать планы. Но зато вот она, вот эти ступени, как путь наверх, путь к солнцу. Но какую дверь вы войдете? Что вы выберете, мои дорогие? Это зависит от вас. Ситуация выбора. Вот вы окажетесь в ситуации выбора. Какие возможности открываются? Это ваша карта. Король мечей здесь такой он особенный. Обратите внимание, Чаромаркетти изобразил как узор в области лба. Привлекает внимание эта карта именно этим узором. И это такой, как прообраз интеллекта. И ваш знак зодиака, мои дорогие, это как раз об интеллекте. И вам какие-то мудрые решения все-таки предстоит принимать в этот период времени. И по-другому как будто и не получится. Вполне вероятно, это будет, знаете, как какая-то ситуация, которая, правда, потребует важных соглашений. Мы об этом с вами говорили. А может быть и подписание документов. Сделать что-то по закону. Кому-то из вас, возможно, придется еще и узнавать, ну как это правильно сделать с позиции юриспруденции. Я такое тоже могу предположить, потому что тут мы не можем что-то сделать на авось. Все же эта карта предполагает адаптацию, мои дорогие. И у нас, кстати, очень добрый взгляд короля мечей. Вот так изобразил Чаромаркетти. Если мы чаще короля мечей видим таким хладнокровным, где-то жестким, а здесь нет. Здесь именно какой-то опыт. И, может быть, это тот человек, который долгое время пытался сделать что-то лучше. Он все-таки с добром или добро несет буквально миру. Это символ самой по себе мудрости, мудрых решений, ответственности, безусловно, не без этого. Вот вам, может быть, и важные разговоры, а они будут граничить с вашей ответственностью. Пусть личная жизнь, но это тоже где-то ответственность. Или подписание даже каких-то документов, которые должны свидетельствовать о безопасном жизненном пространстве, о стабилизации какой-то ситуации, обстановки, о того, что вы не вернетесь, может быть, еще раз к каким-то вопросам, а уже продолжите движение вперед к какому-то прогрессу. Вы что-то будете делать не только для себя, мои дорогие водолеи. Это не случайно. Все-таки Плутон еще в вашем знаке. И вот Уран, он как бы добавляет в Тельце вам добрых энергий сделать что-то не только для собственного благополучия, а и для благополучия тех, кто вам дорог. Наверное, тут важные какие-то решения вам точно доведется принимать. Но это как ваша роль. Вот и не случайно еще император. Да, вот эти огненные энергии, о которых я говорила, да, Овен и Марс, хочется, может быть, именно по-своему. А обстановка, мои дорогие водолеи, такова, что вас вынуждает быть гибче. Но оно того стоит. У вас очень добрые карты, возможности, понимаете? Хочется сказать, сами идут в руки. Но от того, как мы вот сумеем взять, а потом еще и как мы правильно выбор какой-то сделаем, от этого будет зависеть прогресс. Перекладывайте на себя, мои дорогие, любимые водолеи. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео, за ваши душевные искренние комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.